Основание компании Victor Record в 1901 году считается началом коммерческой звукозаписи. Вы слушаете хит 1909 года. Песню исполняет потомственная актриса Бланш Ринг. Она поет про Билликена, популярную в то время игрушку, придуманную иллюстратором из Канзаса. Годом ранее Билликен впервые добрался в Японию и поселился в башне до неба Цутенкаку, что в городе Осака. Японцам толстяк понравился, и они стали просить у него удачи. Во Второй мировой войне башня была уничтожена, но уже в 1956 году открыта новая, высотой 103 метра. А в 80-м на смотровую площадку вернулся полюбившийся японцам Билликен. К чему это я? Простите, отвлекся. Очень познавательно было готовить выпуск. Использовать культуру разных народов в игре – интересное решение. Зачем выдумывать, когда все готово? Японцам про ту же Кикимору рассказать, пусть учатся. Привет оставшимся. С вами Павел Чар. И уж теперь по порядку. Знаете, как тяжело говорить про шедевр? Любое слово надо взвешивать. Однако я попробую, а вы не забудьте написать после просмотра о своих впечатлениях. Я считаю жемчужинами такие игры, как Final Fantasy XII, Catherine и Tactics Ogre, конкретно переиздание на PSP. Моя вина, долгое время не уделял новым приставкам Nintendo должного внимания. Сейчас я потихоньку наверстываю упущенное, так как по жанру игра тактическая RPG, бегать по миру не придется. Знай себе, сражайся и следи за развитием истории, поданным а-ля визуальная новелла. Текста здесь предостаточно. По ощущениям, килобайт 500 минимум. Специально для видео мы с друзьями-переводчиками, Гуглом и Яндексом, сообразили на троих, поэтому давайте обратимся к сюжету. Школьный приятель рассказывает о новом сайте Никея. Мол, зарегистрированным там непременно придет видео про смерть друга. Не успеете вы и глазом моргнуть, дайте уговорить на сайт зайти и заполнить профиль. А дальше вы спускаетесь в метро, и тут уж позвольте мне немного зачитать по ролям. О, ты мне напомнил. Знаешь, новая РПГ выходит в этом Дайте смотрит мимо тебя. Проследив за его взглядом, ты видишь девушку с короткой стрижкой. Чувак, это точно она! Ио из В-класса, верно? Ио Нитта. Она умная, симпатичная, скромная, невинная. Блин, сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Вот эта штучка. Ясен фиг, все ее боготворят. Мы должны с ней поговорить. Извините. Блин, ты что, не видишь, мы фантазируем. Ой, щенки очаровательны, правда? Все трое одновременно получают почту. Вау, внезапненько было. Похоже, мы на одной волне, да? О, это Никея. Может, прислали видосы про смерть? А дальше в реальности происходит то же самое, что в просмотренном ролике. Хотите ли вы жить? Конечно, кто нет. В таком случае программа призыва загружена на ваш телефон. Однако не все родились под счастливой звездой. Демоны погибшего призывателя не скованы контрактами, поэтому творят бесчинство. Телефоны возле валяющихся повсюду трупов превращаются в миазмы. Таким же термином до конца 19 века в медицине обозначались обитающие в окружающей среде заразительные начала. Чтобы истребить скверну, нужно такой телефон сломать. А призванные с его помощью потусторонние сущности не спешат отправляться обратно, знаете ли. О боях многое не скажешь. Обычные изометрические баталии, разве что при ударе попадаем на отдельный экран с командами. И уже отчетливо видим врагов от первого лица. Цели здесь в духе: первое – перебей всех, второе – спаси людей, или третье – доберись до нужной клетки. Справедливости ради заметим недостаток. 3D-эффект практически не используется. Основные события разворачиваются на маленьком сенсорном экране. В оригинале на DS это имело смысл, но на 3DS игрок обычно сфокусирован больше на верхнем экране, чем на нижнем. Однако, несмотря на спрайтовую графику, изометрические бои смотрятся неплохо. Спрайты здесь на удивление выразительные. Портреты персонажей превосходны. Отдельно отмечу интерфейс. Он настолько проработан и удобен, что действительно создается впечатление, словно в руках мобильный телефон, как у героев игры.
Ребятам повезло, и они выжили. Побежденные демоны заключили с героями соглашение и обещают быть верными инструментами и соратниками. Как говорилось ранее, демоны самые разные, реально существующие в фольклоре многих стран. Командовать ими просто, с помощью смартфона. Некто могущественный создал Никею, сведя все магические ритуалы в математическую формулу и создав программу для призыва. Он знал о бедствиях, свалившихся на род человеческий. Произошло землетрясение необычного типа. Связь больше не работает. Теле- и радиовещание прервано. В толпе рыскают какие-то люди в униформе, расспрашивая о происшествии в метро. Не успели ребята унести от них ноги, как новая напасть. С неба падает гребаная неведомая хрень. На экранах смартфонов выскакивает ее название – Дубхе. Некогда размышлять, почему оно смутно знакомо, когда на кон поставлена жизнь. В попыхах теряем дачи. И тут, как не вовремя, снова видео с Никеи. Думаете, я все вам рассказал? Отнюдь. Это лишь события первого часа игры. Первого из минимум 50. Персонажей здесь наибольшее количество в серии. Аж 14, не считая главного героя. Есть еще отличная манга по игре и средняя по аниме. «Притормози, парень!» – возмутитесь вы. «Ты нас восхищенной слюной забрызгал. Игруха ведь в 12 году вышла, а в лунном королевстве вообще в 11-м. Ты че там про переиздание втираешь?» Все верно. Несмотря на то, что изначально игра вышла на DS, и сейчас в нее можно поиграть даже на эмуляторе, советую все же ознакомиться именно с переизданной версией. Если вы не читали «Ворон на уроках», как я, то согласитесь, что английский здесь в большинстве случаев достаточно простой. А вот мне при прохождении приходилось частенько в словарь заглядывать, скрывать не буду. Что поделать, перевод что ли десятилетиями ждать? В конечном счете все сведется к созданию идеального отряда, который из пушки не прошибешь. Но получится это ближе к концу игры, методом проб и ошибок. Могу рассказать на своем примере. Если сильно упростить, в игре два типа атак – физические и волшебные. Главному персонажу после повышения уровня можно раскидывать очки статистики по своему усмотрению. Я долго и упорно кидал все в магию, пока мог. В итоге у меня был хлюпик. Но черт возьми, хлюпик одаренный. Если уж доходила очередь до этого интеллектуала, то урон он наносил нешуточный. И всем. Когда я прокачал магию, оставшиеся очки стал закидывать в ловкость. И тут мой забитый волшебник, который к врагам-то подходить вплотную боялся, смущенно улыбнулся, потянулся и превратился в машину смерти. Хотя сложность игры можно поменять в любое время, основную трудность здесь представляют не враги, а внезапное изменение условий победы посреди битвы. Когда измотанный боями отряд уже почти выиграл, противник может получить подкрепление или стать неуязвимым для определенного типа атак. Такие повороты в сражении в первый раз непредсказуемы, и зачастую бои с боссами приходится переигрывать, внося изменения в тактику. Вас помучают в меру, не доводя до исступления и не подталкивая забросить игру. Так как я предпочитал брать в команду медленных и умных магов, для баланса демоны были тупые, физически сильные и проворные. В игре есть опция слияния. Из двух демонов можно сделать одного нового, который унаследует часть характеристик родителей. И по мере их слияния, они, конечно, в уме подрастеряли, но стали еще мощнее и быстрее. В конце концов, скорость здесь играет немаловажную роль. Если напасть первым, да еще больно вдарить по всем, то шансов у врагов никаких. Выделить стоит разве что свободное распределение умений. Нужно их взламывать. В начале битвы выбираем из списка нужное, а после победы над врагом умение окажется в общем списке. После битвы можно выбрать 3 атакующих и 3 пассивных умения. Еще одно автоматическое. Звучит сложнее, чем на деле. Освойтесь быстро. Такая свобода выбора – фишка игры. Помимо врагов, вы будете бороться со временем. Помните ведь, что еще с детства вас учили планировать дела на день?
В этой игре такие знания пригодятся, потому что предстоит постоянно делать выбор между событиями, чтобы как можно больше увидеть и успеть. Каждая длится условно 30 минут. Скажем, через полчаса все должны встретиться на планерке, умные речи послушать и толкнуть. А сейчас несколько вариантов. Пойти сражаться в дополнительную сюжетную битву, чтобы получить редкого демона, либо пообщаться с соратниками. Казалось бы, чего проще, пойдем силушкой мериться. Не угадали. Проигнорировав некоторые события, мы не наладим отношения с командой, и самые обиженные вниманием под конец игры попросту вас покинут. Напротив, чем слаженнее отряд, тем больше плюсов. Повышение защиты, совместное получение умений от врагов, передача своих демонов главному герою и, наконец, уникальные демоны от друзей. Игра так и подталкивает пройти ее снова и снова, потому что за первое прохождение физически невозможно посмотреть все сюжетные сцены. Традиционно выкинутый мной саундтрек предлагаю послушать самостоятельно. Композитор постарался, поэтому футуристическая техно и гитарные рифы здесь отлично сочетаются, не превращаясь в какофонию. Перевод здесь исправлен и обновлен. Диалоги полностью озвучены. Добавлен вездесущий нафиг не нужный стрит-пасс. И сюрприз-сюрприз! Есть дополнительная сюжетная линия, рассказывающая о событиях после основной игры. Можно продолжить играть, перекинув прокачанных демонов и не напрягаться. А можно сразу выбрать дополнение, если игра пройдена на DS. И хотя продолжение по большей мере уступает основному сценарию, оно содержит несколько интересных моментов и просто великолепнейший финал. К слову, концовок в каждой сюжетной линии несколько. Итак, если вы пропустили эту игру, то не лишайте себя удовольствия. Devil Survivor 2 офигенен. И наплевать, что босс вас раскатал по асфальту или пропущена сцена с переодеванием. Увлекательные и динамичные сражения, проработанные и запоминающиеся персонажи и не отпускающий до последнего сюжет. Вот что важно. Вместо эпилога вспомните, как в детстве смотрели на звездное небо с кем-то из старших. «Видишь 7 звездочек рядом?» – слышали вы знакомый голос. Эта группа звезд называется Большой Ковш. Впрочем, я снова отвлекся.